Привет, привет, всем привет. Мы вышли гулять. Сейчас уже стало жарче, чем обычно. Прямо-таки не весна, а лето уже приходит, поэтому выходим пораньше. Сейчас время 10:15. Мы уже позавтракали и вот вышли в парк. Не знаю, сейчас Оливер пойдет на площадку или будем на велосипеде кататься. Оливер уснул. Тоже столько всего произошло с того момента, как я записала прошлое видео. Сейчас еще что-то интересное происходит, потому что на улице идет дождь. Для нас это очень необычно. Пойдемте вовнутрь, потому что там сейчас будет слишком шумно. Как всегда у меня во второй спальне разгром. Я здесь сделала зато вот такой столик журнальный. Сюда наконец-то поставила. К нему журналы, свечки поставила. Чтобы было более-менее что-то красивое. Давайте я куда-то сяду. Столько всего произошло, не знаю, мы за это время уже успели съездить, наверное, в 3 поездки или в 2. Отвезли мы родителей домой. Папа себя плохо чувствовал, потом мы поехали на праздник красок в Ришикеш. Оттуда мы приехали, 2 часа легли спать, и в 4 часа нам позвонили утром. Сказали, что папа вообще себя очень плохо чувствует, и чтобы мы срочно приезжали. Мы буквально в течение часа-полтора, наверное, собрались. Нашли водителя, который будет вести машину, потому что Амит практически не спал, во-первых. Во-вторых, он до этого водил сначала в Ришикеш, потом из Ришикеша. И потом надо опять водить, еще далеко достаточно ехать, поэтому хотели, чтобы он спокойно сидел, отдыхал, и водитель вел машину. В принципе, даже не особо и дорого это получалось по деньгам. Но в Индии не бывает без приключений, мы думали, все будет нормально, мы отдохнем, просто посидим. Дорогу можно будет постараться поспать, так или иначе. Но нет, нам не удалось этого. Вообще, изначально они к нам собирались еще на неделю раньше, на предыдущих выходных, еще до праздников. Но так как все водители разъехались как раз-таки по домам на этот праздник, не удалось никак. Машина была намного дороже, стоила скорая помощь, поэтому папа не может долго так сидеть, конечно, очень сложно, и нам очень сложно столько сидеть, поэтому его перевозили в машине скорой помощи. Это здесь как такси просто можно заказать, вот, и перевозили его так, не получили такую машину, было очень дорого, то есть в одну сторону мы тогда ехали за 13 тысяч заплатили, то есть надо оплатить дорогу и туда, и водителю, чтобы он добрался потом обратно, где он работает, потому что нам-то обратно не надо, ему-то надо. И когда был праздник, тогда они сказали 25 тысяч, поэтому решили поехать на следующих выходных, когда уже все водители вернутся и будет адекватная цена. Но получилось так, что пришлось ехать нам.
Но опять же мы столкнулись с той же самой проблемой, что нам нужен водитель. Нам не нужна машина, но водитель-то нам нужен. Водителей мало, плюс еще была ночь, раннее утро, и никто не был свободен. Даже Амид позвонил нескольким своим знакомым водителям, и они были заняты в этот день, либо уже в поездке, либо собирались в поездку, уже все запланировано было, поэтому они отказались. И нашел какое-то в Гугле любое агентство, где можно получить водителей. Там нашелся один, согласился. Все хорошо, немножко его подождали как раз-таки, пока собирались дальше. Он приехал, все, мы вышли, даже он пораньше приехал, немножко нас ждал, мы вышли. Все нормально было. Сели, поехали. Все, он так быстро водит. Все, ну как водитель и должен вести быстро машину. Все было нормально, где-то мы проехали какое-то количество километров. Километров не могу сказать точно, это Амид точно знает, ну, плюс-минус по его ощущениям. Но в целом надо 500 километров водить. Вот. И очень быстро он водил, но не так, что ощущалось как опасность, а вообще прям хорошо вел. Я думаю, мы такими темпами вообще быстро доберемся, во-первых. Во-вторых, можно будет спокойно отдохнуть. Я еще сзади сидела. Оливер тогда еще так спал наполовину, глаза открывал, спал. В общем, такой был вялый, сонный. Вот, я думаю, я сейчас тоже отдохну. Но потом оказывается, что он прошлую ночь отмечал. И сейчас ему хочется спать. Мы такие, ну, как бы, ладно, хорошо. Амид почему-то согласился, типа, что повести машину самому. Вопрос, а если бы мы не умели вообще водить? Что мы должны были делать? Потом, ладно, Амид согласился. Он, в принципе, был и так готов водить, потому что, ну, он изначально собирался сам вести машину. Вот, и я ему сказала, куда ты не спал, не отдыхал, давай лучше возьмем водителя, что ты хотя бы отдохнешь, а водитель будет работать. Не так это дорого, опять-таки. И зачем нужны эти страдания? Потому что мы приедем туда, и, скорее всего, там никакого отдыха тоже не будет. Вот. И он согласился, что да, это было правильное решение, но кто же знал, что так получится. И потом Амид вел долго машину, достаточно долго. Я уже сказала, что давай попьем чай. Мы заехали куда-то в придорожное кафе, взяли там чай, посидели, попили, то есть немножко отдохнули, что и машина тоже отдохнет, и мы немножко отдохнем. После этого Амид его спросил, что ты спать хочешь? Нет, нет, все нормально, я буду вести. Он вел опять машину немножко. Амид все успокоился. То есть он сидел впереди, я каждый раз пересаживалась. Когда он вел машину, я рядом с ним сидела, а водитель сзади лежал. А когда вел водитель, тогда я сзади сидела, а Амид рядом с ним. И начал он вести машину, все более-менее вроде как нормально. Вот Амид уже расслабился такой. Я вижу, что он начинает так ложиться, что, видать, уже уснул. Думаю, ну ладно, я думаю, тоже отдохну. Потом как-то чувствую на себе какие-то взгляды. У меня какое-то есть такое чувство. Напишите, если у вас так бывает, вы чувствуете, когда на вас кто-то смотрит. Не так, что вот как я сейчас сижу в квартире и ощущаю на себе взгляды. Такого у меня никогда нет. Никаких иллюзий там, никаких духов я не ощущаю. Вот, но когда человек на меня смотрит, чаще всего я это как-то чувствую, даже если это сзади где-то происходит. Ну и плюс боковое зрение тоже всегда у меня работает, ну, то есть оно не боковое, оно у меня где-то на 180 градусов. И как-то странно, при том, что я пытаюсь как бы заснуть, но я ощущаю, что он на меня смотрит. И я смотрю, он поглядывает то на Амида, то на меня. А я сижу сзади, то есть это надо же обернуться еще, чтобы на меня посмотреть. Ну, это как-то странно для водителя, вы так не думаете? Что-то тут подозрительное. Сидела, я, значит, такая, потом
в зеркало заднего вида, думаю, это, мне видно его глаза. И я смотрю, что его глаза вообще начинают закрываться. Я просто быстро Амита ткнула пальцем, прямо ногтем его ткнула, и говорю: смотри, он что, засыпает, что ли? Он сразу такой очнулся, что не засыпаю. Остановились мы мы просто где-то остановились на дороге. Его еще стало тошнить, его стошнило, Амит ему дал таблетку. Что бы мы делали, если бы не было врача, непонятно. У врача еще всегда с собой таблетки есть. И дальше опять водил Амит. Он там лежал, кряхтел. На улице жарко уже, то есть начало где-то, наверное, 10 часов было, и достаточно жарко уже стало. Естественно, мы включали кондиционер, а он берет сзади, открывает окна. А я-то не видела, что мне потом Амит рассказал, что он открывал окна. Я думала, что ему воздуха не хватает, потому что когда я сзади сидела, я чувствовала, что кондиционер плохо доходит туда, когда на единицу работает, вообще практически не ощущается. Вот. А надо включать на двойку. На двойке, скорее всего, впереди будет прохладно. В общем, он открывал окна для того, чтобы туда высунуть ноги. Ему было неудобно в нашей маленькой машине лежать сзади водителю. Вопрос, кто кого везет. Я вообще, потом была в шоке. Я говорю, если бы я тогда это знала, я бы ему уже сама сказала, потому что, это мы с ним вообще нормально разговаривали, даже, близко никаких грубостей не допускали, но человек себя совсем уже неадекватно ведет. В общем, остановились мы еще Амит водил, потом остановились на заправке, заправились, причем Амит поставил машину заправляться, заплатил и пошел в туалет. Ему сказал, что заправят, и ты немножко продвинь машину вперед, то есть чтобы ее так не оставлять. Вот. И всегда дальше еще есть место, где можно поставить и все, что хочешь делать. Сходить в туалет, там какие-то дела сделать. В общем, он машину не пододвинул, приехала следующая машина на заправку. И они уже кричат на нас: вы что сюда поставили? А он вообще не соображает, видимо. Вот. И ему вообще очень крупно повезло, что Амит ему не вставил, потому что чаще всего он в таких ситуациях очень даже хорошо начинает кричать. Вот. И получилось, что Амит ему предложил водить, он стал водить. Я опять назад села. Амит уже сидит впереди, но он не засыпает, он сидит, контролирует. Вот. И я-то сзади сижу, мне особо непонятно. Но он потом сказал, что он очень странно вел машину, что у него скорость была то 40 км в час, то 100 км. И пустая дорога, то есть мы, очевидно, он ему рассказал всю историю, что мы торопимся. Нам надо доехать побыстрее, потому что мы вообще не понимаем, что с папой. Постоянно еще параллельно всегда брат на телефоне рассказывает, что и как. Амит говорит, что надо сделать. То есть там пригласили человека и делали инъекции и так далее. Вот, даже по видеосвязи созванивались, смотрели, как он. И как потом оказалось, вообще он эти 2 дня, не помню. Вот этот день когда-то произошло рано утром. И потом еще следующий, когда мы опять же там уже были, мы днем где-то приехали, и следующий еще день были, он вообще ничего из этого не помнил. Вот, он только мог смотреть, и когда какого-то человека знакомого видел, он начинал плакать, хотя его спрашивали, ты знаешь, кто это, разговаривать он тоже не мог, и спрашивали, кто это, он молчит, не может сказать, конечно же. Странный вопрос. И когда спрашивали, это вот этот человек, он иногда что-то кивал, какие-то у него звуки немножко были, и в основном плакал. Видимо, я не понимаю, он или узнавал, или не узнавал человека, или плакал из-за того, что он не узнавал, или он понимал, что это, наверное, какие-то его родственники, но он их не может узнать, как вы бы проснулись просто из какой-то комы,
видели бы, что вокруг вас, очевидно, видимо, ваша семья, но вы никого из них не знаете, не понимаете, кто это. Я думаю, это очень страшно. Видимо, из-за этого он и плакал, и, в общем, с водителем продолжу. То есть он не ехал достаточно быстро, потому что там шоссе, там надо ехать, и нам надо ехать быстро. То есть это даже не через города мы проезжаем, а чаще всего какие-то эстакады, шоссе, все это построено, и можно спокойно ехать на высокой скорости. Он не едет, впереди пустая дорога, он не едет. И он еще очень странно так сидел, как вот новенькие водители сидят, что им надо прям перед машиной смотреть, что есть, а обычно водители смотрят просто вдаль. И на руль он уже вот так двумя руками держится и уже прикладывается к нему. Амит его спрашивает: ты спать хочешь? Нет, все нормально. Но он-то понимает, что ему надо деньги-то заработать, иначе, уже Амит и так много водил, и как он деньги-то получит. И ладно, водит дальше. Вроде вот опять начинает, видимо, под 100 гнать. И, на шоссе стоит вообще смешная скорость. И через время опять он спрашивает: ты спать хочешь? Он говорит: нет. Он говорит: я вообще не могу уже себя контролировать, что мне очень страшно с тобой так ехать. Хотя вот я сзади сидела, я вообще такого ничего не ощущала. И, если я понимаю, если Амиту страшно, то там, видимо, что-то совсем было плохо. Вот, и он сказал, что все, давай это... я уже раньше предлагала ему, что скажи ему, что пусть он едет домой, мы его высадим, и пусть он едет. Он отказывался, что нет, домой не поедет. Я-то думаю, чем дальше мы уедем, тем ему больше придется платить. Очевидно, что он нас не довезет до места назначения. И, все равно, какая-никакая поддержка, но из денег он все равно максимум бы получил половину. А с этой половины я не знаю, что ему делать. Если еще надо будет половину все равно оттуда заплатить за автобус, или как он будет обратно добираться. Вот. И, в общем, такие Амит сам водил потом машину, и там его рядом с большим городом таки высадил. Так вот мы съездили. Потом, вот как я сказала, 2 дня папе было плохо. Потом 3-й день уже стало намного лучше. Он уже стал соображать что-то. Я думала, он вообще не выкарабкается, но нет. К слову, у него последняя вообще уже самая стадия цирроза печени, и из-за этого отказывают другие органы, там практически все. Вот, еще и диабет у него есть, очень много проблем, и так вот сейчас волнами идет, все хуже и хуже становится, потом немножко как-то ровно становится на том уровне, на котором получилось уже остановиться, потом еще хуже становится, немножко потом обратно, и опять такими волнами. Дождь там закончился. Сейчас посмотрим. Какие там тучи. Давайте сейчас покажу, чем я занимаюсь, что шью, что вышиваю. Из ремонта мне нужно вот такую резинку на вот этом платье починить вот здесь. Надо будет прогладить, прошить и потом вставить резинку. Тут порвалось, поэтому не могу пока его носить. Еще в этом году не одевала. Снимала в нем тур по квартире, если кто-то помнит. Также вот эту вот вышивку с картой Дели. Вот так она должна быть. Пытаюсь закончить. Конечно, вот еще здесь осталось. Вроде немного работы кажется, но на самом деле это еще очень много. Плюс еще потом делать обводку черным. И это будет тоже очень долго и сложно. Тут только выглядит легко, но надо ее закончить. И которая была вторая
с ней в комплекте. Я думала, красиво буду их фотографировать вместе, но она уже давно продана. Это надо все-таки закончить. Очень нравятся здесь цвета. Такая она и пастельная, и при этом яркая. И третья работа, над которой сейчас тоже работаю. Вот такая вышивка. Это уже верх полностью у меня закончен. Здесь будет надпись. Внизу вот такие вот цветы. Тут гортензии. Здесь еще будут розы. Как вот здесь сверху. Тут вот обвожу их. В принципе, очень красиво вот здесь внизу получается. Тоже интересно здесь такой ход с нитками, с переходом. Где лучше видно. Вот здесь, наверное, лучше всего получилось. Такие специальные нитки, которые градиентом идут. Пяльцы не буду снимать. Вот так. Здесь будет надпись. И это будет пока секретный проект, его никуда не публикую. Это будет подарок на свадьбу подруги. Вот здесь можно разглядеть нитки с переливом. Очень красивые. Здесь еще есть бисер, пайетки. Очень интересно получается, я думаю. Тут должен был быть бисер вместо пайеток, но я решила сделать так. Смотрела из того, что у меня есть. Вообще здесь по схеме должна быть бледно-розовая цветовая гамма. Но я решила сделать вот такой. В принципе, бледно-розовый здесь тоже присутствует, вот на гортензиях. Но розы я делаю красными. Будет имя, 2 имени и внизу дата. Также поделюсь маленьким инсайтом, скажем так. Приготовила вот пяльца специально. Отдельно их положила, чтобы они в нерабочем состоянии лежали. Вот такую канву голубую. Очень красивый цвет. Немножко холоднее, чем он на камере выглядит. Подобрала нитки. Тут их не так и много. Черный, белый, серый, оранжевый и бирюзовый. Вот такой. Это будет такой у меня походный вариант. Давайте я себя поснимаю. Специально приготовила этот набор, чтобы если куда-то надо будет сорваться, куда-то ехать, то я сразу этот набор беру в пакетик, складываю и к себе в сумку сложу. Плюс еще вот у меня кусок канвы. Вот такой смешной формы. Потому что я совсем его насилую со всех сторон. В общем, здесь расчертила вот схему. Здесь будет вот такая вышивка. И для этого я сейчас жду нитки. Мне должны прийти нитки определенных цветов. Там, как вы видите, очень много пастельных цветов. И при этом еще темные есть. И я брала прям по схеме. Ну, конечно, по схеме не все были цвета. Брала канву. Не все были цвета, поэтому пришлось какие-то альтернативы подбирать. И посмотрим, как это все будет. Я думаю, что, скорее всего, должно получиться. Я гуглила эти нитки. Не знаю, если кому-то интересно, я могу рассказать о своем опыте, как я это делаю. На самом деле, это первый раз был, который я так делаю. Обычно я все нитки подбираю из того, что у меня есть. А на схеме обычно это другие бренды. И, ну, в принципе, вот как здесь вообще никаких нет сложностей, потому что белый, черный, серый, это любой какой возьмешь, такой у тебя и будет. Плюс, как вы видите, на схеме там канва намного темнее. И меня там еще не устраивает, как получились сами эти птички, потому что очень просвечивает там канва. Я думаю, что там 2 нити вышивали, я хочу сделать в 3, плюс здесь она достаточно крупная. Я уже привыкла вышивать немножко помельче на канве. Но посмотрим. Я думаю, это очень ярко получится. Даже сейчас мне очень нравится сочетание этих цветов. Вот. И оформлю, скорее всего, вот в такой бирюзовую еще обводку сделаю. Но опять же, даже не знаю, какого размера она будет.
Вот эта достаточно большая. Я думаю, даже здесь не надо будет делать обводку тканью вокруг, а сразу же делать просто заднюю часть. Там она, скорее всего, будет фиолетовая, потому что там фиолетовый подходит, а здесь вот такая бирюзовая. У меня как раз обе есть ткани. И плюс я сейчас еще жду опять-таки заказ. Достаточно большой. Большой-то он большой по количеству материалов, которые я заказала, но там позиции буквально не помню сколько. Но в основном там нитки плюс ручки вот такого типа, которые вот я расчерчивала схему такой ручкой. Точнее, это как маркер больше идет. Он смывается водой. Ну, мне то, что не нравится в них, это то, что они достаточно широкие. Хотелось бы что-то поуже, чтобы было поаккуратнее это все выглядело. Потому что достаточно сложно мне работать, когда еще много всего лишнего есть, но посмотрим. И плюс еще в заказе есть ткани. Ткани вот такого типа. То есть на них можно вышивать крестиком, но при этом они не являются канвой. Вот, в принципе, можно на них вышивать и накладывая сверху канву, и потом ее по ниточкам убирать. Но посмотрим. В общем, мне нужна эта ткань для того, чтобы я хочу попробовать себя в изготовлении салфеток, таких длинных на стол обеденный. И может быть в будущем каких-то скатерти. Но скатерти это очень сложно, конечно. Но какие-то, может быть, маленькие, небольшие. Не совсем даже на наш обеденный стол, но может быть на какие-то поменьше размеры. Либо еще салфетки тоже, как у нас лежат на столе, украшать. Ну, просто буквально такого же размера ткань, пришитая по краям, и где-то сбоку какая-то небольшая вышивка. Ну что, я пока в пижаме допиваю свой зеленый чай. Здесь же на ходу вам покажу, что мне вчера пришло из материалов, про которые я вам рассказывала. Здесь вот нитки. Я уже все приготовила для вышивки. Вот, канву вставила пяльца. Планирую начать с правого нижнего угла. Почему-то мне так захотелось. В принципе, с середины нет смысла начинать, потому что у меня все расчерчено. И плюс обычно я начинаю с левого верхнего угла, но он там, в принципе, пустой, поэтому думаю начать снизу, где побольше вышивки. Вот такая красивая палитра оттенков, нежных цветов. Тут вот я приготовила цвета, которые могу, кроме вот этого, это я уже перепутала. Палитру цветов, которую я могу использовать под оформление этой подушки. Но пока думаю, вообще вот эти вот из двух цветов буду выбирать, скорее всего. А вот эти два хочу использовать на карту Венеции. Вот такая уже у меня есть карта Дели. Может быть, возьму эту ткань, либо буду наоборот тратить эту на карты, а эту оставлю на оформление какой-то подушки. Потому что здесь, по сути, не очень много ткани. Вот, ее примерно столько. Это и хватает на одну подушку, потому что я ее вдвойне использую. Я вот сразу приготовила пяльцы. Также тут у меня пока лежат нитки, которые нужно по 2 мотка. Я их отдельно отложила. Еще одни пяльцы под следующую карту. Это размер 8. Тут вроде бы был 5. Это давно я уже заказывала, много у меня есть. Фломастеры, ручки. Вот такие, белая ручка, чтобы рисовать на черном. На всякий случай я заказала.
Опять же, я вам рассказывала, что вот этими черными я не буду пользоваться, а белые, в принципе, хорошо рисуют. И вот эти водосмывающиеся маркеры взяла. Вот такую канву. Достаточно она мелкая, 18 каунт. И она такая интересная. Доставать сейчас не буду. Потому что пока это не очень скоро планирую. Но, скорее всего, здесь сделаю винтажную карту крестиком. Либо не винтажную. Ну, у меня есть много, на самом деле, вариантов схем под эту канву. Я думаю, будет интересно выглядеть. Два вот таких пакета на всякий случай, чтобы, если с кем-то лично встречаться, можно было упаковать сюда их заказ, чтобы не использовать, не тратить коробку. Вот такие цвета заказала ткани тех же самых. Серый, черный и вот такой достаточно нетипичный для меня. Но взяла, чтобы что-то более-менее такое нейтральное попробовать. Может быть, когда надо было, либо если какой-то заказ будет, потому что, на мое удивление, люди любят что-то нейтральное. Хотя я стараюсь все сделать поярче. И вот такие цвета, очень похожий розовый у меня есть, но он заканчивается такой интересный фиолетовый. Если вот с этим сравнить, видно, что они разные совсем. По 1 метру взяла. И вот такой интересный тоже цвет. Тоже он не такой, как вот этот. Это больше вообще практически оранжевый, хотя они оба похожи на персиковый цвет. На будущие проекты. Также для подкладки под вышивку крестиком под канву взяла белую обычную ткань. Она тоже, в принципе, такая же, как качеством и это. А из других тканей я взяла вот такие. Это на скатерти, на салфетке, как я планирую. Надеюсь, вам видно. На них можно опять-таки вышивать как прямо крестиком по разметке самой ткани. Можно также и сверху канву накладывать. Вот такой взяла, очень красивый цвет. В принципе, темный не очень планирую делать, но на самом деле взяла и темный. Но он не такой уж и темный. Очень даже здесь видно хорошо текстуру ткани, поэтому можно будет и на ней тоже вышивать. Вот такой серый, темный. Вот этот пастельный зеленый, очень красивый цвет. И 2 белых. Ну, один вот такой теплый и один белый. Вот такие ткани. На этом мой заказ заканчивается. В принципе, много тканей получилось в этот раз и много ниток. А остальное это немножко дополнение. В этот раз даже заказала только одну вот эту канву. И то потому что я давненько ее хотела, но ее не было в наличии. Как только она появилась, я решила сразу лучше взять. У меня есть этой же фирмы только 14 аккаунт вроде бы. Вот как раз таки та голубая, которую я вам показывала, и еще черная есть. Хорошее качество. Тут, конечно, уже сразу отрез идет, поэтому сильно не разгуляешься. Но, в принципе, больше и не надо.